Копаем ямку 60 на 60, глубиной 60 и в диаметре 60. Верхние 30 сантиметров складываем в одну сторону, нижнюю часть земли, более-менее плодородную, складываем в другую сторону. В ямку кладем отходы колонии, когда дрова колем, вот это всякий мусор собираем и складываем на дно ямки. Вот. А потом верхней частью земли слегка присыпаем, без корневищ, желательно чистенькую. Вот. И лопаткой хорошо порубить. Вот так вот вместе перемешать вместе с землей, чтобы там образовался уже воздушно-плодородный слой. Ямка готова к приему питомцев. Желательно корневища я туда не сбрасывать. Все, мой хороший, вот, а потом посадим вторую часть, допишем позже, когда будем садить кустик сюда. А вот корневища пырея. Да. Вот отдельно все складывается. Да, мы их выбираем. Из них можно приготовить полезный продукт. В нем очень много кремния. Можно киселем, можно его высушить и столочь, и порошок принимать по столовой ложке в день для взрослого человека. Все. Да. Дренажа. Ну, в виде деревянных всяких палочек, трухляшечек, да? Мы туда насыпали, потом с землей перемешали и еще насыпали слой земли. Но он у нас из курячей подстилки, поэтому такой полуперепревший. Тут опилки, солома, да? Добавляем вкусненького. Но этого вкусненького нужно перемешать с землей. Вот так. Опять перемешиваем, досыпаем до того уровня, куда нам нужно поставить горшочек. Даже чуть выше, потому что при поливе земля сядет. Вот. Берем наш саженец. Значит, очень удобно вытаскивать из горшков саженцы вот таким вот образом. Представляешь, как легко они слетают. Ну, это гортензия метельчатая, видишь, сильно не оплетено корнями, но все равно их слегка нужно чуть-чуть вот так причесать. Это, в принципе, у любых растений расправить нужно корешочки, чтобы они все смотрели вниз. Угу. Вот так, чуть-чуть мы их причесываем. Грабельками, вилочкой. Вот так вот. Чтобы никакие корешки не загибались наверх. И примеряем. Если у нас глубина, ну это кустик, поэтому его можно заглублять. Но так как земля сядет, значит этого недостаточно. Отодвигаем и добавляем земельки нашей, та, которая была из верхнего слоя, да, плодородной. Вот, расправляем. И еще раз. Я его повыше хочу, потому что он же будет мульчироваться еще очень сильно. И будет этот слой высокий. Поэтому примеряем опять. И вот так вот, как бы вровень с землей прекрасно, когда. Но мы ему так, уберем сухую травку, еще чуть-чуть подсыпем и еще добавим, какие-то тут у нас сорнячки, и еще добавим вот так. Все гортензии, им нужно много удобрительной земли. Вот, поставили, красиво его расположили фасадным способом, откуда его приятно наблюдать, но он еще будет обрезаться. Так, пожалуйста, я тут клубнику выбрала. Вот, и засыпаем его опять вот этой нашей плодородной земелькой. И когда мы ему присыпем ком, его нужно будет пролить, вылить на него ведро воды, не меньше. Смотреть нужно за этими корешками пырея, потому что они тут попадаются иногда в земельке, поэтому мы их не закапываем, мы их оставляем. Вот. А
вот эта уже земля перемешается и пойдет. Здесь можно укрыть картоном и сверху положить, чтобы пырей не полез в куст. Да. Это нижняя земля, которая малоплодородная, она пойдет потом наверх. Да, она пойдет наверх, как мульчирующая и укрывающая основную посадку, и чтобы сорняками не заросло в первый же год посадки наше растение. Вот, сейчас я уже больше подсыпать не буду, польем. Вот его поливаю. Вот, промывы всякие видны. Сразу впитывается. Вот. Там, где вот эти вот промывы, их сразу засыпать, чтобы она туда уходила. Потому что тут же у нас еще эти крысиных нор дофига. Не больше. Присыпаем хорошенечко. Вот, и пока ее можно оставить. Пусть она хорошо впитывается, чтобы ее потом пролить еще раз. Потому что она сесть хорошо должна. А когда земля сядет, мы еще раз ее вот так замульчируем сначала вкусненьким. Так, без травки вкусненьким. Так, чтобы влага уже не испарялась. Вот, как бы это. Притаптывать ее не надо, земля очень хорошо обнимет корешки благодаря поливу. Но обязательно ее нужно вот приствольный круг закрыть. Перемешаем вот перегной с этим. И на картон уложим, и будет у нас классно. А сверху посадим почвопокровничков, и все будет так. Сейчас я принесу секатор. Обрежу я ее очень коротко. Вот. Это прошлогодний прирост, поэтому я ее обрежу на 2 почечки, вот так низко. А все остальное на череночке.